Принцесса на горошине – сказка Ганса Христиана Андерсена. Она знакомая почти каждой девочке на планете. В сказке говорится о том, как принцесса во время ненастья оказалась в пути, и ей пришлось просить ночлега у королевской семьи. Благородное семейство, конечно же, впустило девочку на ночлег, но она была такой промокшей, одежда ничуть не походила на одежду принцессы. Королева знала, как проверить, настоящая ли царская дочь перед ними. Ведь ее сын подыскивал невесту. В этом королеве помогла маленькая горошина. Эта сказка учит, что первое впечатление может быть обманчивым, а счастье нередко само стучится в двери. Жил-был принц. Он хотел было взять себе в жены принцессу, да только настоящую принцессу. Вот он и объехал весь свет, искал себе такую, да повсюду было что-то не то. Принцесс было полно, а вот настоящие ли они, этого он никак не мог распознать. Всегда с ним было что-то не то. Вот и воротился он домой и очень уж горевал. Так ему хотелось настоящую принцессу. Как только к вечеру разыгралась страшная буря, и засверкала молния, загремел гром, дождь полил как из ведра. Ужас, что стало происходить, вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла настоящая принцесса. Ну, так они думали вначале. Боже мой, на кого она была похожа! От дождя и непогоды вода стекала с ее волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и вытекала из пяток. И она говорит, что она настоящая принцесса. «Ну, это мы разузнаем», — подумал старый король, но ничего не сказал. А королева пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки, подушки, положила на доски горошину, а потом взяла 20 тюфяков и положила их на горошину, а на тюфяки еще 20 перин из гагачьего пуха. На этой постели и уложили на ночь принцессу. Утром ее спросили, как ей спалось. «Ох, ужасно спалось, ужасно плохо», — ответила принцесса. «Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели, я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках. Это просто какой-то ужас». Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы! Она почувствовала горошину через 20 тюфяков и 20 перин из гагачьего-то пуха. Такой нежной может быть только настоящая принцесса. Принц взял ее в жены, ведь теперь-то он знал, что берет за себя настоящую принцессу, а горошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть и поныне, если только никто ее не стащил. И знаете, что это правдивая история.